Босния и Герцеговина – это сердце Балкан. Здесь высокие горы и прозрачные реки, старинные мосты и города с богатой историей. В этом путешествии мы проедем страну с севера на юг, от Баня-Луки через Сараево и Мостар и до самого Неума на побережье. По пути горные дороги, шумные базары и водопады. Это маршрут, который позволяет увидеть главные города и самые яркие места страны в одном путешествии. Привет, друзья! Я прилетел в новую страну, которая называется Босния и Герцеговина. Я прилетел в достаточно провинциальный город на севере Боснии и Герцеговины, который называется Баня-Лука. И на самом деле он такой небольшой. Нельзя сказать, что здесь очень много достопримечательностей, которые можно посмотреть. Но так как у меня был рейс сюда, я решил начать с севера и к самому югу. Мы посетим несколько достопримечательностей здесь и дальше поедем в следующий город. На самом деле я иду где-то по одной из центральных улиц, ну и к виду оно как типичные Балканы. Ничего особенно примечательного нет пока что. Но вот в нескольких минутах будет старый город, и мы посмотрим, что там есть. Кстати, город Баня-Лука является административным центром Республики Сербской. Не путать с Сербией государством. Это одна из частей Боснии и Герцеговины. Босния вообще состоит из 3 частей, и у нее достаточно необычное устройство. То есть это Республика Сербская, которая существует с 1995 года, Федерация Боснии и Герцеговины и округ Брчко, как-то так называется. Округ этот контролируется двумя этими федеративными устройствами. Ну и внутри федерации есть еще и Федерация Боснии и Герцеговины, что интересно тоже звучит. Но эти регионы, федеративные части, единицы, они не просто так устроены. В Республике Сербской, естественно, что большинство населения это сербы, но не все, ну абсолютно большинство. Так же, как и, например, в другой части, это Босния и Герцеговина, федерация, там большинство это боснийцы и хорваты. Ну а округ этот Брчко как единица, которая была мостом между частями, есть мостом между частями Республики Сербской, и они договорились контролировать этот регион вместе. И он находится прямо на границе с Сербией. Кстати, если вы будете ехать с аэропорта, ездят маршрутки, и цена на билет это 5 евро или 10 бам, местная валюта. Ехать где-то минут, наверное, 40. Но я ехал с пробками, может чуть меньше, если нет пробок. Если посмотреть на карту Боснии и Герцеговины, видно следующее. Столица Сараево находится в Федерации Боснии и Герцеговины, а Баня-Лука, где мы сейчас, в Республике Сербской, в ее северно-западной части. Отдельно отмечен округ Брчко на севере у реки Сава. Это особая административная единица под суверенитетом государства, юридический кондоминиум двух сущностей. Географически он разрывает сплошность территории Республики Сербской и одновременно служит нейтральным мостом для транзита между ее западной и восточной частями, а также между обеими субъектами. Федерация Боснии и Герцеговины, в свою очередь, имеет кантональную структуру. 10 кантонов со своими правительствами и компетенциями, которые часто сравнивают со швейцарской моделью. Вот такая уникальная структура этой страны. Так, друзья, это моя квартирка небольшая на один день. И вот так она выглядит. Стоит всего лишь 28 евро в сутки. Ванная. Чистенько все. Тут кухня.
Есть еще один диван. Класс. И этот же диван здесь. И также здесь у нас балкон с видом на Баню-Луку. И вот мы оказываемся на площади, и позади меня храм Христа Спасителя. Он был построен в 30-х годах, в 20-х годах он был построен, и во время Второй мировой войны разрушен. Но потом в 95 году начал отстраиваться, и сейчас это действующий храм. Посмотрите, что интересно, он выполнен в неовизантийском стиле и выглядит достаточно красиво. Если мы повернем на ту сторону, мы увидим Банский двор. Это концертная площадка, которая очень популярна здесь и используется для больших всяческих выступлений, концертов здесь. Нас встречает Иисус Христос здесь. Фреска. Ребята, а позади меня, вон там находится Палата Республики, то есть это официальное здание президента Республики Сербской, в которой сейчас заседает Додик, вот этот вот. И она используется для официальных приемов и тому подобное. И, естественно, охраняется полицией, или как она тут называется, милицией. Поменял я денежки, значит, курс тут 1,95 к евро, то есть 1 евро это 1,95 боснийских марок. И выглядят денежки вот так вот. Марки такие конвертируемые написано. Ну, это удобно считать, кстати, что 1 к 2 практически курс. Теперь нужно и тратить ходить. А вообще классно, что тут играет классическая музыка. Вот играла только что прелюдия Баха до мажор. Можно вдохновляться на новые приключения. Так, друзья, позади меня мечеть Ферхадия Джамия. И она была построена в 1579 году. Достаточно красивое здание в таком, можно сказать, что это какой-то камень песчаный. И интересно, что она была разрушена в 1993 году во время войны и потом постепенно отстроена. Ну и напротив, так как это светское государство, напротив расположено вот такое вот замечательное заведение, где можно что-то выпить, например, с видом на такую потрясающую мечеть. К сожалению, она закрыта, ну и, наверное, для не мусульман, вроде меня, туда вход недоступен. И рядом находится сувенирная лавка, где можно купить вот магнитики, всякие исламские штучки, костюмчики. И вот эта мечеть я вам покажу.
Ребята, и архитектурной доминантой Бани Луки является замок, который был построен многими армиями и странами. То есть это такое многослойное сооружение. Здесь и были римляне. Насколько я не ошибаюсь, это в первую очередь Османская империя, самая последняя и самая крупная, что она строила. И это является такой ключевой точкой, где происходят всякие мероприятия, концерты, выставки, какие-то, не знаю, события. И вход сюда бесплатный. Также здесь на территории есть ресторан, ну и какие-то кафешки, возможно. И замок находится на берегу реки. И мы сейчас пойдем смотреть, что он из себя представляет. И вот написано, что это самый старый исторический монумент в Бани Луки. И тут начинают вообще с палеолита и неолита, что тут было, и бронзовый век. Потом римляне, что тут строили. Дальше тут указано, что была турецкая оккупация. И потом здесь был арсенал. И далее Австро-Венгеро-Турская война. Ну и во время этой войны написано, что он все больше и больше набирал обороты стратегического места и важного центра. Ну и здесь также указана карта. И вот написано, что арсенал, например, каменный дом какой-то, артиллерийский барак, казарма, дальше стены римские, постройки всяческие, вот. Так что довольно интересно погулять, посмотреть. На входе есть табличка, что это под защитой государства. Вот так вот. Выходим мы на площадку и видим речку, которая называется Врбас. И уютные прогулочные дорожки, здесь лавочки, все нужное для отдыха. Кстати, красивая вода, есть вот небольшие там пороги. И люди рыбачат, например, и отдыхают. Там дальше домики с черепичными крышами, вот ресторанчик, там еще второй позади. Так что уютное место для того, чтобы уединиться со своим любимым человеком, провести тут время. И даже в последнее время, в 2023-2024 годах, археологи сообщили о новых открытиях на территории замка. Они выявили древний некрополь с захоронениями взрослых и детей. Нашли римскую монету IV века и отправили материалы на радиоуглеродный анализ, чтобы уточнить датировку. Эти находки показывают, что крепость продолжает открывать все новые слои своей истории, прямо в центре Бани Луки. Так, друзья, я приехал уже в город Яйце. Он находится меньше 50 километров от Бани Луки. И билет сюда стоит на автобус в среднем до 10 евро. Может быть 8-9, где-то так. И я уже давно позабыл, что
чтобы попасть на автобусную станцию, когда вы отправляетесь, нужно всегда покупать вот такую перронскую карту. Она стоила 2 марки, это где-то 1 евро. Но, конечно же, это непривычно, уже давно не видел такого. Ну, вернее, это видел, но просто давно не был на Балканах. И чем интересен этот город, в первую очередь, это когда-то была столица Боснийского королевства в 15 веке. Он очень маленький, но очень-очень колоритный. Тут есть несколько памятников ЮНЕСКО. Так что мы сейчас будем изучать этот город. Сегодня классная погода, солнечно, так что будет интересно. И вот позади меня находится Плывский водопад. Это одна из главных достопримечательностей Яйцы и входит в список памятников ЮНЕСКО вместе с историческим городом. Посмотрите на эту красоту. И высота его 22 метра, но раньше была выше, около 30, но в связи с землетрясением, которое когда-то здесь произошло, эта плита опустилась. Ну и дальше вас встречает все, что положено в туристическом городе, всякое барахло китайское, магнитики, ну и тому подобное. Кстати, вот интересно, что здесь так много арабов, но я имею в виду, что не боснийцев, а вот те, которые приезжают с каких-то арабских стран. Это интересно. Но водопад очень красивый. Действительно, сюда стоит приехать только за этим видом. Так, и мы направляемся в старый город. Значит, сзади меня вот такое укрепление. Показываю вам. И здесь расположена карта. Показывает все туристические места, все, что тут есть. Кстати, надо сфотографировать себе сразу. На всякий случай. И здесь есть арка. И вход в старый город. Тут, естественно, у нас кафешечки всякие, фонтанчики. Все достаточно прилично, уютно. Домики, отельчики маленькие. Кстати, если вы посмотрите вот сюда, видно даже следы от пуль. Вон там. То есть следы войны тут есть. Много здесь туристов. И это такая центральная улочка в старом городе. Значит, я снял апартаменты всего лишь за 30 евро в сутки. И тут практически полдома, то есть весь первый этаж. И тут есть книга иностранных гостей. Вот так она выглядит. И вот то, что я говорил вам о каких-то арабах, которые тут есть, я, в общем, тут открываю, и тут достаточно много саудитов. То есть Сауди, Марокко, например, Сауди. Очень-очень много Сауди. Это меня удивило. Почему так? Может, кто знает, почему так много саудитов сюда ездит? Скажите. Ну, понятное дело, что тут красиво, но просто не думал, что они выбирают именно это место. Вот, также тут много, из Европы, Словения, например.
Там Gaelic Republic, интересно, кто такой написал, интересно. Так, дальше тут есть Сауди еще Сауди, Тайвань, Сауди, Словения, USA. В общем, достаточно много тут всяких саудитов. А, кстати, Израиль много тоже, вот я вижу. Канада, Испания, Венгрия. Но больше всего Сауди, то, что меня удивляет. Я вам покажу немножко свои апартаменты. Значит, здесь у меня гостиная, тут одна кровать, тут диван. Дальше тут специальная комната для... Похоже, это как комната для курения или что, потому что тут вот есть... Тут закрыто, не знаю почему. Дальше идем. Здесь у нас такая небольшая мини-кухня, ванная с туалетом. И еще одна комната. И тут еще 3 кровати. То есть достаточно много места. Я один. А тут можно человек 10 поместить на самом деле. И за такие деньги, даже если поделить это, например, на 5 человек, то есть это всего лишь по 6 евро в сутки, это копейки. То есть вот так сюда можно приехать там на дня 4, походить по кафешечкам, по ресторанчикам, там где-то может покупаться в реке, если есть где-то возможность насладиться видом, хорошей погодой. То есть это место однозначно нужно приехать. Так, друзья, мы сегодня попробуем еще традиционную боснийскую кухню. И это блюдо называется боснийский пот. Его история достаточно интересна, потому что раньше это было блюдо бедных людей, шахтеров, например. И в чем его суть? То есть в горшок закладывается мясо. Обычно это баранина или говядина, очень редко свинина. И слоями укладывается дальше разными овощами. И раньше это блюдо было в глиняных горшках, и оно засыпалось сверху углем и оставлялось на несколько часов, там 5-6 часов томиться и делаться, как бы готовиться в нем. И в чем был плюс, что ты уходишь, например, на работу на шахту, оставляешь это блюдо, потом приходишь, например, на обед или после работы, и у тебя уже готовое блюдо, и не нужно ничего с ним делать. И сейчас его обычно готовят в металлических горшках, ну или керамических горшках, но без углей уже. И вот тут такая подача и такой красивый мешочек с хлебом. Это блюдо стоит 13 боснийских марок, то есть если, грубо говоря, поделить на 2, это 6,5 евро. Хлеб включен. И тут я еще заказал кофе, капучино, он стоит 2,50 марок, то есть делим на 2, евро 25. То есть тут достаточно дешево. Ну и будем сейчас пробовать. Вкусно, на гуляш похоже мне. Овощи тут есть, картошечка. Вкусно, ничего не скажешь. Ну и хлебушек тут. Так что приятного аппетита мне. Если немножко спуститься ниже моста, на котором мы были и наблюдали водопад, можно увидеть вот такой небольшой парк. Очень красивый, очень уютный. Подстрижена травка, красивые деревья. Все очень ухожено здесь. Ну и тут вы можете увидеть вот такие поначалу маленькие каскады. Смотрите, вот они. Которые плавно переходят вон туда в водопад. И мы пойдем посмотрим сейчас туда.
Также вода очень прозрачная здесь, потрясающего бирюзового цвета. Вон там уточки. Есть тут какой-то ресторанчик, но он сейчас не работает, или кафе. И классно, что здесь бесплатный вход, то есть нет ограждений, можно спокойно себе гулять вдоль этого водопада. Кстати, тут еще есть зиплайн, и можно вон с того берега метров 150 прокатиться на зиплайне отсюда вот на другую сторону, над водопадом. Так, друзья, мы сейчас отправляемся вверх на вершину города. Он находится на холмах, вернее, на большом холме. И здесь находятся катакомбы, которые были высечены в скале примерно в 14-15 веке для одного из больших и влиятельных феодалов Боснии, который решил себе построить здесь гробницу, склеп и церковь. Также наверху города находится замок, на котором мы поднимемся. И здесь вот еще есть Медвежья башня и катакомбы. Вот. Медвежья башня вот это. И сюда платный вход в катакомбы, вернее в подземную церковь. Они не очень большие. И стоимость билета здесь 5 боснийских марок, то есть это 2,5 евро. И можно платить и картой, и наличными, что удобно. И мы сейчас пойдем, спустимся вниз, там, конечно, темно. Я постараюсь вам показать. Ну и здесь можно приобрести сувениры и полюбоваться видом на город. Предположительно, тут находится гробница этого феодала, но никто точно не знает, есть она тут или нет. Но так считают здесь. И здесь очень прохладно, классная температура, можно отдыхать, потому что на улице жара. Ну, не прям страшная жара, градусов 25, но солнце сильно светит. И что еще? Ну, интересное место, тем более вход очень дешевый. И, в принципе, можно здесь отдыхать. И тут еще есть, если вы посмотрите, я подсвечу. Тут есть еще вот такие кресты. Видите? Высечены в камне. То есть это монолитная постройка, как я и говорил. И спустимся за эту штучку. Ну, вероятно, где-то тут его могила может быть. Что еще интересно, когда выезжаешь из административных, вернее, когда пересекаешь административную границу с Республикой Сербской и Федерацией Боснии и Герцеговины, прямо ощущается, что ты в другой стране, потому что тут
Все уже такое мусульманское, мечети вокруг. Ну, там Баня Луки тоже есть. Но вот в центре, на основных достопримечательностях, я не ощущал, что там вот какое-то сильное мусульманское присутствие. Я поднялся наверх, и тут находится крепость на вершине холма. Значит, она была также построена в XIV веке, когда Яйца был столицей Боснийского королевства. И это одна из немногих крепостей в Боснии вообще, может даже и на первом месте, которая сохранила все наружные стены в оригинальном виде. И вход сюда также стоит всего лишь 5 боснийских марок. Вот вам такой вот дают чек. И нас встречает вот такой вот потрясающий барельеф с профилем, вероятно, какого-то короля, короной и вход. А также здесь вид на город Яйца. Почему город называется Яйца? В южнославянских языках яя – это яйцо, а яйце – ласкательное яичко. Так что базовая версия простая и рабочая. Уменьшительное от обычного слова. Но местные любят добавлять образные объяснения для экскурсии. Холм под крепостью действительно яйцевидный, отсюда говорящее имя. А еще ходит красивая история про Хрвоя Хрватинича, который был связан с неаполитанским двором и якобы сознательно отыграл мотив Кастелло дель Ово, крепости яйца. Друзья, я приехал в Сараево, наконец-то в столицу Боснии и Герцеговины и столицу Федерации Боснии и Герцеговины. И очень-очень этот город напоминает все-таки один известный всем город, это Стамбул. Много флагов Турции, потому что у них очень хорошие отношения, мечети, много голубей, коты. Что интересно, здесь также можно попробовать пахлаву. Тут есть свой особенный боснийский кофе. Еще Сараево часто называют Иерусалимом Европы. Почему? Потому что тут встречаются одновременно мечети, синагоги, католические и православные церкви. Поэтому это придает этому городу уникальный шарм европейский с иерусалимскими нотками. И вы видите, сколько много здесь людей. Можно пойти в кофейню, купить сувенир, можно попробовать пахлаву, можно купить ювелирные изделия, брелки всякие. И, конечно же, как и в Турции, здесь очень много сладостей. Вот, например, вот такие сладости. Пойдем пить кофе, наверное, сейчас. Я еще заболел, чувствую себя не очень, но нужно походить по Сараеву, посмотреть, что здесь есть интересного.
Так, друзья, мы сейчас будем пробовать боснийский кофе. И, значит, в чем его особенность? То, что он мелко молотый и варится в специальной латунной посуде. Вот такой вот. И обычно его не кипятят, а доводят почти до закипания. И также его подают обычно с лукумом. И в отличие от, например, Турции, остаток на дне не размешивают, когда пьют. И в чем особенность этого напитка, то что его нельзя пить быстро. То есть это не такой кофе, что выпил и побежал. Это кофе, чтобы поговорить. И в этом его прелесть. Также я заказал себе бахлаву такую с фисташками. И все у меня вышло 17 марок. Делите на 2 и получится евро. И тоже так же, что интересно, кофе вы наливаете сами. И пробуете. Нормально, в принципе. Ну, это эспрессо. Ну и, конечно же, бахлава будет вкусной. Так, друзья, это у нас паняучки чевапи. И это такое вот блюдо, которое состоит из лепешки и котлеток 4, которые обычно сделаны из говядины или говядины и баранины и подаются с лучком. И что интересно, это очень сытное блюдо и довольно популярное здесь. И его разновидность боснийская, особенно в стране, потому что это балканское больше блюдо. И таким можно очень хорошо наесться. Позади меня известный Латинский мост, который был построен предположительно в 16-15 веке из камня при Османской империи. И он известен тем, что тут был убит эрцгерцог Фердинанд, Франц Фердинанд, сербским националистом. И это послужило поводом, не причиной, поводом к Первой мировой войне. Даже тут до сих пор видны следы от войны, то есть там есть следы от пуль и тому подобное на домах. Так, если не питаться в старом городе, в центре, в самых туристических местах, ресторанах, то, в принципе, в Сараево даже достаточно дешево. И вот я, например, такую штучку взял, достаточно большая, такая увесистая, с мясом. Стоит она 3,50. Но я не смог понять, как она называется. Забыл уже. Но сейчас попробую. Она не с мясом, она с картошкой. Ну, я не понял, что это. Ну, тоже нормально. Можно перекусить. И всего в 5 минутах ходьбы от моста находится здание в неомавританском стиле. Оно было построено в конце 19 века, в 1894 году. И это здание было построено при Австро-Венгерской империи. Что можно сказать? Во времена войны здесь, в Боснии, здание было сильно обстреляно намеренно сербскими войсками.
И практически 90% фонда, а это Национальная библиотека, было уничтожено. И в период с 2000 по 2014 год это здание восстанавливали силами Евросоюза, ну и местных, естественно же. А изначально это здание строилось как городская администрация. И восстановлено оно замечательно. И вы можете посмотреть, насколько это красиво. И буквально в нескольких шагах от музея войны находится собор Пресвятого Сердца Иисуса, кафедральный собор, который был построен в конце 19 века и также пострадал от войны, которая здесь была. Но, как вы видите, восстановлен и достаточно выглядит хорошо, в хорошем состоянии. И, кстати, сюда приезжал папа Иоанн II и освячивал также этот собор. Он находится от прогулочных улиц старого центра буквально несколько минут ходьбы пешком, может 10. И посмотрите на этот собор. Это такая неоготика с каким-то романтизмом. Так, друзья, я приехал в город Неум, который находится на берегу Адриатического моря. И это единственный город в Боснии и Герцеговине, который имеет доступ к морю. И береговая полоса занимает примерно 25 километров. По сравнению, например, с Хорватией, которая окружает эту полосу, тут значительно дешевле отдыхать. Поэтому мы сейчас пойдем и посмотрим, что здесь есть. Город, конечно, очень маленький, выглядит пустым, но тут классно отдыхать, потому что замечательная погода, потрясающее море, которое я вам позже покажу. И что еще? Ну и еда, наверное, вкусная. Посмотрим. Я, кстати, неоднократно уже видел вот такие стаки. И часть надписи, вернее, на кириллице зачеркивается, зарисовывается или уничтожается. И в этих регионах, там, где живут босняки и хорваты, это особенно часто встречается. Вероятнее всего, таким образом они протестуют против кириллицы и не хотят ее видеть здесь. Вообще Неум — это про спокойствие. Не про толпы и шум, а про ленивые прогулки вдоль воды, кофе на набережной и теплые вечера без суеты. Здесь легко снять дом на холмах, утром тишина и морской воздух на террасе, днем море в нескольких шагах, а на закате картинка как с открытки, с видом на бухту и Пельешатский мост. Если хочется простых удовольствий у моря, это именно то место. На самом деле в Неуме практически нет никаких достопримечательностей, а люди сюда приезжают в первую очередь, чтобы отдохнуть. И пляж здесь очень маленький, галечный. Есть несколько отелей с выходом к этому пляжу. Можно арендовать лежак за 5 евро в день, что намного дешевле, чем, допустим, в Хорватии, если бы вы хотели арендовать такой лежак. Ну и
на самом деле, что тут еще есть? Природа, свежий воздух, море. Это главный плюс как бы этого города, вернее городишки. Еще вот тут есть небольшая церковь. Католическая, построена недавно, буквально несколько лет назад. Ну и все. Кстати, я хотел поменять деньги здесь, а сегодня суббота. Единственное место, где тут можно поменять, в банке, он закрыт. Но так как здесь рядом Хорватия, в принципе везде можно платить евро. И это плюс. Так, друзья, я приехал в город Мостар. И что интересно, что позади меня находится вот такая церковь. И она называется Колокольня Мира. И эта церковь была построена в 2000-х годах, как раз после Боснийской войны, в знак примирения между разными этносами, которые тут находятся. То есть это боснийцами, босняками, вернее, хорватами и сербами. И колокольня имеет высоту 75 метров. И, кстати, одна из немногих достопримечательностей в Боснии, где можно подняться на лифте вверх. Мы сейчас туда поднимемся. Друзья, значит, билет стоит 3 евро или 6 марок. И сначала вам предлагают подняться на 45 метров и дальше пройти пешком по лестнице, вот такая лестница, наверх на 75 метров, там, где обзорная площадка 360 градусов. И по пути вы будете встречать такие плакаты, стенды с информацией о городе, о достопримечательностях и тому подобное. И на самом деле высота обзорной площадки 75 метров, а вот высота всей башни с крестом это 107,2 метра, что считается достаточно высоко. И отсюда открывается вид на весь город Мостар. Надо торопиться, чтобы не подниматься, не спускаться с группами, потому что тут много групп приезжает смотреть с этой башни виды. Кстати, вот тут находится большой плот. Не знаю, работает, наверное, он или нет. И вообще тут сделана дырка для шахты лифта дальше наверх. Ну, не знаю, почему они не сделали до последнего этажа. Может быть, денег не хватило или что-то такое. Вот такие колокола. Так, я поднялся. Значит, тут еще есть маленькая лестница наверх, но там закрыто. Также здесь вот окна, которые тоже все закрыты. И такой вид на Мостар. Как видите, он окружен холмами со всех сторон. Вот так же. Вон стадион. Это тоже большой холм. Так, друзья, немножко посмотрим, куда я заселился, в Мостаре.
Значит, это квартирка, которая находится на последнем этаже, на втором, и имеет неплохой вид. Значит, это спальная комната. Это у нас прихожая, гостиная. И балкон. Кстати, внизу там это мужчина пасека. Так, друзья, сейчас я нахожусь на старом мосту в Мостаре, и это считается визитной карточкой этого города. И этот мост был построен в 16 веке по приказу Сулеймана Великолепного и является примером османской мостовой архитектуры. И он был разрушен во время войны гражданской здесь в 1993 году и уже в 2004 году был восстановлен. И сейчас является главным притяжением, главной притяжательной достопримечательностью города. И когда вы здесь гуляете, вы заметите, что тут есть очень скользкий камень, поэтому нужно быть осторожным. И здесь сделаны специальные разделители для того, чтобы не падать. Это я вам покажу. Но я даже не могу представить, что тут происходит, когда, допустим, дождь или снег. Вот. И он находится на высоте 20 метров или чуть больше над рекой. И отсюда открывается потрясающий вид на сам старый город. И вообще, тут всегда так много людей, туристов, поэтому нужно быть осторожным, чтобы не споткнуться и вообще носить специальную обувь здесь, потому что реально очень скользко. Также там есть вот место для того, чтобы совершать прыжки в воду. Можно арендовать здесь вот лодочку такую, покататься. И я бы сказал, что из всех городов у меня по красоте, по архитектуре Мостар на первом месте. И также здесь можно заметить очень много следов боснийской войны. И в первую очередь это заброшенные здания, которые тут уже стоят 30 лет. Следы вот на некоторых зданиях от пуль, от снарядов. И что еще интересно в этом месте? То, что этот мост фактически разделяет город на две части. Одна часть мусульманская, а вторая часть католическая. И с одной стороны вы увидите мечети, а с другой стороны вон там собор. Еще мне очень нравится здесь то, что тут очень много
Здание сделано в таком старом стиле. Например, вот здесь такая черепица, посмотрите, какая. Большие пласты какого-то материала. Много зданий каменных. И дорога вся во многих местах состоит из таких камушков. Вот вам один из примеров следов войны. Посмотрите, сколько тут пулевых отверстий от оружий всяческих. И так вся абсолютно стена. И хотя уже прошло 30 лет, понятное дело, что с одной стороны люди оставляют на некоторых зданиях эти следы, чтобы не забывать, что здесь происходило. Но с другой стороны, это жилой обычный дом, и для меня иногда чуть странно, что его не заделывают и не делают красиво. Например, в Сараево я видел здания, которые панельные многоэтажки, где отчетливо было видно, что плита разбита была, и в ней была дырка, ее просто как-то там заделали тяп-ляп кирпичом, а с фасадной стороны оно выглядит ужасно. И я не понимаю, может это так нужно, но я бы все-таки постарался улучшать архитектуру города, делать его красивее, потому что это ж место, где ты живешь в первую очередь. Вот. И тут также есть такие здания с крышами этими, много зданий каменных и тому подобное. Следующий мост, который практически не посещается туристами, а используется обычно местными, называется мост Мусала. И чем он интересен? Пожалуй, названиями своими. Он в разные времена назывался сначала мост Франца Иосифа, потому что он был построен во времена Австро-Венгерской империи в конце 19 века. Затем он назывался мостом короля Петра, потом мостом Броза Тито, лидера Югославии. И сейчас он называется мост Мусала. Это такое нейтральное название, связанное с географическим расположением. И оттуда открывается классный вид на реку, можно побыть одному, не в толпах этих туристов, которые приезжают сюда обычно на один день. И также полюбоваться зданиями. Например, я даже не знаю, что это, какое-то здание. Так, друзья, позади меня находится торговый центр, который был построен в 1970 году. В чем же его особенность? В первую очередь в том, что его фасад выполнен в стиле гробниц Герцеговины, древних гробниц Герцеговины. И на нем изображены разные сцены из жизни людей, которые были найдены на гробницах.
Но этот торговый центр сильно пострадал во время войн здесь. И после окончания войны так и не смог восстановить свою работу. И был достаточно сильно разрушен. И сейчас он находится в таком запустении. И есть инвесторы, которые предлагают восстановить его и достроить тут, и сделать полноценный торговый центр. И на это выделяется около 100 миллионов евро. Но пока что это планы и не видно никаких работ. Но если, допустим, оценивать его с точки зрения архитектуры, то это действительно потрясающее место, которое заслуживает посещения, потому что это достаточно необычно для такого города увидеть такие модерновые здания с использованием таких элементов. Вот я вам сейчас покажу ближе. Как вы видите, некоторые части фасада вообще нет. То есть видно, что здание сильно разрушено и разваливается постепенно. И здесь сделали вот с одной стороны парковку, зарабатывают денежки. Но тут так сильно все не охраняется, и можно спокойно зайти внутрь. Но тут так все заросло, поэтому я не буду этого делать. Но покажу вам, как выглядит еще вот снаружи части. Кроме автобусного сообщения, в Боснии и Герцеговине, конечно же, есть железнодорожный транспорт. И он развит не так сильно, как автобусное сообщение. И что я вам рекомендую, хоть раз воспользоваться поездом из Сараева в Мостар или обратно. Потому что это достаточно живописная дорога, которая проходит через около 60 тоннелей вдоль реки. И эта железная дорога была построена в конце 19 века. И постоянно она сталкивается с какими-то проблемами. Естественно, что она тоже была разрушена во время Боснийской войны здесь. И из-за постоянных наводнений, сходов земли, она закрывается. И вот последний раз она закрывалась в начале 2025 года и открылась в феврале. И работает буквально там несколько месяцев. И если вы хотите поехать, допустим, я еду в Сараево, вы можете купить билет онлайн, но вам выдадут просто сообщение на электронную почту, что вам нужно все равно получить билет на кассе. И вам нужно прийти заранее, чтобы получить этот билет. Не впритык, потому что вам его не выдадут. На сайте написано минимум за 10 минут. Но я читал по отзывам, что лучше раньше. И насколько тоже мне известно, то поезда иногда задерживаются, поэтому нужно всегда следить за тем, как они ходят. Но тут есть автобусный вокзал, и если вдруг что-то произойдет, конечно же, всегда можно уехать на автобусе. Ну и станция сама по себе такое бруталистское, скудное здание. Ничего нет здесь особо, оно все выглядит уставшим, разбитым, и тут мало что можно показать. В отличие от, да я бы не сказал в отличие, я вот был на станции в Бане Луки, например, и там то же самое, то есть заходишь, и кроме охранника нет ни одного человека, потому что не было времени, там поезда, вернее, не было времени, когда приезжал поезд, но там поезда не так часто ездят, и на самом деле выглядит это тоже очень грустно все. Я пойду сейчас получать билет свой и посмотрю, что там происходит внутри. Билет в Сараево стоит около
где-то может 8, 9, 10 евро, где-то так. И время в пути в среднем 2 часа. Так что мы будем скоро отправляться обратно в Сараево. Короче, пришел к кассе получать свой билет, но люди тут сильно не утруждаются работать. Там человек сидит по телефону, разговаривает, а ты стой, сколько тебе надо. Пока он договорит, то тогда он тебе даст этот билет. Ну, я не спешу, поэтому я могу подождать. А человек разговаривает и разговаривает. Классно ему. Значит, так, ребята, значит, система у них очень интересная. Так как я купил билет онлайн, у них уже в системе есть мое имя, все данные, я заплатил. Но они все равно пишут в журнале там всех посетителей, вернее, всех, кто забронировал этот билет. Там такой список. Мне дали журнал и расписался в нем. И мне выдали вот такой билет. С печатью, напечатано, все как нужно, все очень серьезно, с чеком, и, значит, стоил 14.10 билет, то есть это 7 евро, и сказали, какая платформа там, во сколько он будет, он должен быть в 5 вечера, и я скоро поеду. И тут даже первый класс, кстати, есть, он не намного дороже, но он есть. Тут, конечно, грустно на этом вокзале. Такое ощущение, что все заброшено здесь. Ну, посмотрите. Кстати, ездят польские поезда. Если вы хотите наслаждаться видом, то с Мостара в Сараево нужно сидеть с левой стороны, а с